Здравствуйте, мои дорогие любимые подписчики и те, кто, быть может, совершенно случайно оказался на канале Таро Инспирационы. Знаки судьбы, перемены, колесо фортуны и неслучайные случайности. Так будет называться сегодня наш расклад. И мы будем с вами использовать несколько разных колод, разные энергии. Давайте узнаем, к чему же все идет. Или если вы прежде столкнулись с обстоятельствами в вашей жизни, которые повлияли значительно или заставили вас, где-то пересмотреть ваши намерения и цели, заставили вас пересмотреть свои жизненные планы. Или пусть это даже были события какой-то непреодолимой силой, вы не могли противостоять этому, или вы не могли повлиять на это, то для чего все это было нужно? Давайте проанализируем. Переложим значения карт и попытаемся несколько спрогнозировать, каково будет дальнейшее развитие ситуации, в какую сторону повернет это колесо фортуны для нас и какие перемены будет означать. И, конечно, знаки судьбы. Может быть, знаки судьбы, я предполагаю, мы с вами рассмотрим конкретно на оракуле Ленорман. Потому что в каких сферах жизни нам ожидать перемен или каким сферам жизни, может быть, есть смысл уделить особое внимание или ожидать каких-то еще внезапностей, я такое тоже могу допустить, потому что жизнь не бывает полностью предсказуема. Если мы говорим колесо, мы знаем, любое колесо сначала идет наверх, а потом вниз. Но даже если это происходит наоборот, сначала все рухнуло, какой-то крах, какие-то неожиданные события, были связаны с обстоятельствами, то значит неизбежно это колесо пойдет наверх. И тогда наша задача чего-то не упустить, мои дорогие. Давайте начнем с сигнификации. И я разложила так карты, колоды карт. Символ колеса фортуны. Вот давайте посмотрим, как же это колесо будет разворачивать нашу историю в знак плюс. Будем реалистами. Любой прогноз не расскажет о личной истории каждого из вас. Но я надеюсь, мы с вами проведем приятное время, ведь основная задача 2025 года – это адаптироваться к какой-то ситуации. Не бывает однозначно чего-то только хорошего или плохого. Всегда есть наше восприятие. Порой это восприятие нам мешает принять конкретную картину мира или сложившихся обстоятельств, потому что мы с чем-то не согласны. Это не вписывается в наши внутренние принципы или в наше представление о том, что правильно, о том, что законно, может быть и так. Но тем не менее реальность сложилась так, как она сложилась, и нам приходится себя адаптировать. И следующий шаг после адаптации – это себя организовать на какое-то совершенно новое направление в жизни. С чем это будет связано? Для кого предназначен этот расклад? Или та жизненная ситуация, с которой столкнулся человек, и насколько карты готовы говорить дальше, раскрывать какие-то жизненные обстоятельства или предполагаемое развитие ситуации. Итак, кто же вы? Что происходит в вашей жизни сейчас? И тем не менее карта выпадает богатство. Может быть, это не само по себе богатство, или, скорее всего, сейчас стоит у вас как основная тема решения финансовых вопросов. У кого-то по этой карте может как раз совпадать та ситуация, которая требует для вас определиться с местом вашего жительства, пребывания, когда конкретно нет дома. Или некоторые вопросы по дому, по недвижимости у вас не решены. Или вы вынуждены сейчас именно по деньгам взять какие-то новые ориентиры, потому что прежняя какая-то ситуация, может быть, по части откуда к вам приходят деньги, она тоже каким-то образом либо не сработала, либо вам нужно забрать какое-то количество денег, которое принадлежит именно вам. Для кого-то из вас это могла быть еще ситуация, связанная с банками. Все же мы, безусловно, эта карта благополучия, она еще рассказывает нам о вас, как о очень ресурсном человеке. Это в первую очередь.
Но основная проблема, которую вы сейчас пытаетесь решить, либо недвижимость, либо финансы, либо откуда ко мне приходят деньги, откуда они будут поступать дальше. И это сразу круг вопросов, как и работа, или ваши какие-то достижения, или конкретно место вашего пребывания. Вот все то, что подходит под слово материализм, идет как раз по этой карте. Но я повторюсь, вы на данный период времени ресурсные. Вы можете видеть обстоятельства как угодно. Может быть, вы оцениваете те события, которые произошли у вас в последнее время, как была определенная стабильность, и вот теперь эта стабильность, она пошатнулась. Давайте я достану вторую карту. Или куда приложить эти ресурсы, правда? Вот посмотрите. Мне интересна эта колода Таро тем, что некоторые значения очень совпадают с трактовкой герметической колоды Таро, которую я очень люблю, но не использую, поскольку они не настолько красочные и имеют очень много значения каждая карта. Но значение в целом, характеристика герметической колоды Таро, оно несколько отличается, или даже не несколько, а кардинально отличается от классических колод Таро. Так вот здесь, посмотрите, нам выпадают две полярные карты. С одной стороны богатство, а с другой стороны поражение. Тут правда была бы, может быть, финансовая проблема, или когда вы словно шли куда-то, у вас был теплый уютный дом, у вас была своя семья, у вас была какая-то определенность, стабильность, и вы думали, что так будет продолжаться всегда. И вот теперь что-то разрушено. Разрушена как сама по себе концепция финансового дохода, или разрушено, может быть, жилье. Вы что-то не можете оформить по жилью. Это то, с чем вы приходите на данный период времени, и вы, прежде чем поймете, что да, поражение приходится принять. Это очень сложная эмоция, мы должны сначала, ну, как бы житься с тем, что нам жизнь рисует новые реалии. И период адаптации не начнет развиваться дальше, пока мы не проиграем какую-то сложившуюся обстановку или не примем ее. Вот именно принять что-то, как реальность нам приходится. И вот это самое поражение нам тоже приходится принять. Что мы либо чего-то не учли, либо мы не были к чему-то готовы. Правда, поражение есть. Но тем не менее, карта как ресурсного человека, значение это совпадает. Но ничто не длится вечно. Как и плохое, оно когда-то заканчивается, ну и хорошее, оно нам тут показали тоже, увы, не продлилось какое-то время или тот срок, который мы предполагали будет длиться. И все равно жизнь идет вперед. И вы теперь, по сути, на пороге перемен. Для кого-то из вас вы находитесь в другой совершенно атмосфере или в другом месте пребывания, нежели вы были когда-то раньше. И смотрите это видео, потому что вам нужно отстроить свой план дальнейших действий. Для кого-то из вас это вы можете находиться в прежнем месте, но думать о возможном переезде. У кого-то из вас ситуация по работе, когда тоже, может быть, организация закрывается, или ваша именно деятельность в этой организации прекращается по разным причинам, и нужно решать вопросы о том, где я буду работать дальше, каким образом я буду работать, или в чем я наиболее продуктивно могу раскрыть свои таланты, может быть и так. И опять же, заработать больше денег. Или решить какие-то вопросы материального порядка, которые прежде оказались словно разрушены. Или когда какая-то прежняя история или ваша стратегия, тактика, она тоже не срабатывает. Но это старший аркан. И нам он говорит о чем? Тот, кто смотрит мое видео, вы действительно находитесь как колесо фортуны. Вы на данный период времени в вихре перемен. Что же будет следовать? Карта называется карта рачительности, но я бы сказала, работай, у тебя все получится. Я всегда говорю по восьмерке Пентаклей, потому что продолжай, или ты победишь, или у тебя не хватит терпения. Для кого-то из вас, может быть, есть, как вы должны определить, что же я делаю лучше всего хорошо, или лучше всех, или на что я могу опереться, на какие свои таланты, на какие свои ресурсы, возможности, способности,
чтобы выйти из затруднительного положения, опять же, по деньгам. Поэтому есть какой-то опыт по этой карте, который мы не можем свести к нулю, а определенно должны продолжать. Но может быть впереди карта колесница в какой-то совершенно новой концепции. Как-то по-другому организовать себя. Принять, может быть, внешние новые условия, какую-то стратегию, опять же, тактику. Или о том, что нам приходится пользоваться еще и дополнительными какими-то ресурсами, самыми разными. Или это может быть как новая работа, или работа, к примеру, может быть вполне связана с интернет, или вы рассматриваете новые формы деятельности. У кого-то это может быть, кстати, по восьмерке пентаклей, когда вы вспомните, что действительно вы умеете делать что-то очень хорошо, или вы вспомните о каком-то своем хобби или ремесле. Пусть прежде вы это не монетизировали, а здесь вы как раз задумаетесь о том, чтобы переложить на материальную основу именно ваше какое-то дело или то, что вы можете, или с помощью чего вы можете быстро заработать деньги. Опять же, чаще всего ремесло проигрывается. И это то, что не требует от нас долгого учения, а это действительно то, что в наших руках находится. Вот то, что находится сейчас в ваших руках. Определенно есть смысл продолжать, но как-то совершенно иначе. Может быть, основная задача или основная тема, о которой вы сейчас думаете, и относится к этим картам. Давайте посмотрим, что дальше. Вот посмотрите, еще один старший аркан, колесница и страшный суд. Где-то приготовиться нам говорят карты. Безусловно, колесница, перемены мы говорим. Дальше мы что-то продолжаем. И страшный суд, хотя это вовсе не страшно, больше карта говорит о том, что мы опять же оказываемся на пороге каких-то последующих перемен между прошлым и будущим. Может быть, сейчас вы уже решаете некоторые вопросы, но нет пока итога. То вот это итоговая карта. Нам говорят, что итог этот обязательно последует, но как мы это будем поступать или как разовьются события, мы пока еще не видим, но это карта избавления от боли, избавления от страданий. Поэтому будьте готовы, даже если хоть камни с неба, для вас какая-то история будет завершаться. Или пусть это будет связано с тем, что обстоятельства, они будут для вас видны более ясно, открыто. Какая-то история прояснится. Где-то карта будет давать такой совет сразу же: все делай по закону. Тебя тогда закон или, может быть, буквально какой-то документ вас будет защищать. Но что-то, опять же, должно быть еще и продолжено. И эта карта, двойка пентаклей, имеется в виду гармоничная перемена. Значит, то, что вы начнете, или то, от чего вы словно можете оттолкнуться, в конечном итоге вами будет продолжено, и причем успешно. Не совсем нам говорит карта о том, что было в прошлом, больше именно описывают ситуацию на сегодняшний день. Я бы сказала так, поскольку выпадает третьей карты, у нас уже колесница, и где-то, может быть, карты настраивают больше на то, чтобы мы не оглядывались назад. Давайте я еще достану пару карт. Каков этот переход, если мы говорим о переменах? Ну вот очень символично. 13-й аркан смерти – это не про смерть, надеюсь, вы это понимаете правильно. Хотя я не исключаю того, что тут действительно был какой-то крах. Или, может быть, это у кого-то связано с изменениями в личной, допустим, жизни, когда ушел из жизни человек, или действительно какие-то истории отношений прекратилась по разным причинам. Что-то не может быть дополнено, восполнено или реализовано, или в каком-то контексте. Всегда по этой карте трансформация, безусловно, в первую очередь. И это есть то, как мы не можем продолжать то или в том контексте, как мы действовали прежде. Или с помощью чего мы зарабатывали деньги. Пожалуй, эта карта как раз обрисовывает все то, что я говорила по всем предыдущим картам. То есть трансформация неизбежна, мы не изменим это. И тут действительно вы во власти судьбы. И то, что с вами произошло, это своего рода как знак судьбы. То, что, может быть, требовало раньше вам
подвести к какому-то знаменателю, но мы позволили себе, возможно, расслабиться или где-то думали, что так будет продолжаться всегда. Вот был определенно какой-то ведь у вас успех, когда нам казалось, что правда мы словно, ну, имеем какую-то подушку безопасности, или пусть это будет стабильность, или стабильную работу. И вот все меняется. Давайте достану еще одну карту. Вот посмотрите, для того, чтобы действительно изменить свой статус, карта императрицы, для того, чтобы свои ресурсы перевести в какое-то более надежное русло или отстроить совершенно новую концепцию жизни. У кого-то личная жизнь, мои дорогие. Может быть, кто меня сейчас смотрит, девочки, для кого это, ну, и имеет смысл или целесообразно по возрасту ваше состояние «я жду ребенка». Но, с одной стороны, карта радости, карта счастья, а с другой стороны, еще какие-то тысячи неопределенностей. И вы смотрите именно видео, потому что вы не видите пока перспектив, но чувствуете за собой уже большую меру ответственности. Но кто бы меня ни смотрел, мужчины либо женщины, все же по аркану императрица – это наше благополучие, причем такое в квадрате. И вот вам это благополучие, правда, смотрящим моим видео, необходимо, как будто как знак судьбы, что-то завершить, чтобы совершенно в новом статусе, с другими возможностями, начать практически что-то заново. Или, может быть, то, что может быть еще продолжено, должно быть как раз переведено на совершенно другой уровень. Вот эти позитивные перемены, они могут состояться только лишь тогда, когда мы словно полностью откажемся от прошлого. Я имею в виду от того, что не служит уже нашему прогрессу. Понятно? Здесь нужно ну, правильно переложить прошлое на понимание того, что для нас перспективно, а то, что не имеет смысл заново и заново повторять. Я именно в этом контексте имела в виду. Мы не можем застревать где-то в прошлых событиях, каковы бы они ни были, если следом к нам приходят те какие-то обстоятельства жизни, которые буквально нас разрушают, или мы испытываем поражение. Поэтому то, что было когда-то со знаком плюс, оно просто совершенно по-новому должно быть переведено в какое-то новое иное качество. Вот такие у вас перемены, мои дорогие, колесница между прошлым и будущим. Мне нечего добавить. Хорошо, давайте мы посмотрим на второй колоде события ближайшего будущего. С чем это может быть связано? И вот кто меня сейчас смотрит, это полная какая-то неопределенность. Такие серьезные арканы выпали, правда. У вас могла быть такая ситуация, которая граничит где-то как гром среди ясного неба. Это совершенно что-то неожиданное. События ближайшего будущего. А вот тут какой-то высокий далекий старт. По аркану звезда. Это та траектория, которая лет на 10-20. Это, наверное, как по Плутону. Отчасти вот он, где-то этот Плутон, можно и так сказать, по 13-му аркану. И для кого-то из вас вот эти перемены, они, ну, по планетарным транзитам очень проигрываются. И значит, если проигрывается Плутон, то вот эти перемены или вот эта звезда, нам говорят, сияйте как звезда, это ближайшее будущее. Поэтому оттолкнуться вы можете от самих себя. Карта предвосхищает, это опять же старший аркан, и говорит о том, что возбудится какое-то ваше желание. Но это потребует совершенно других энергий, как мы уже с вами это сказали, или воплотится ваша мечта в реальность, но совершенно иным путем. И вам нужно уже как будто видеть планы на далекую перспективу. Карта может говорить, если ты пока не видишь ближайшие свои шаги, то не теряй из видимости свою цель, которая у тебя когда-то была раньше. И правда, вы еще можете столкнуться, еще один старший аркан, башня, с какими-то непреодолимыми силами, должна это сказать. Но, видимо, эти перемены продолжаются. Тут словно не просто что-то, как Плутон разрушает,
но он еще и вычищает какое-то пространство, чтобы не осталось ничего из того, что вам может помешать. Первые карты башня — это было изображение тюрьма. То есть какие-то оковы, которые мы прежде не видели или считали, что это для нас башня, как в цитадели. Мы были, опять же, в чем-то уверены, но совершенно не готовы к тому, что обстоятельства жизни могут меняться. Ну так вот теперь они будут меняться в ту сторону, когда у вас открываются новые возможности, когда буквально как какая-то тюрьма или какой-то период ограничений у вас будет заканчиваться. Но это не происходит просто, легко. Все же 16-й старший аркан башня тоже нам говорит о трансформации, поэтому трансформация какая-то продолжается, работа над собой продолжается. И если у нас первая карта говорит о том, что вы человек ресурсный, то и шестерка пентаклей говорит сразу и о помощи высших сил, и о решении в ближайшем будущем вашей финансовой какой-то задачи. Может быть, эта карта говорит еще о том, что в вашей жизни либо уже присутствует, либо появится тот человек, который, ну, как по провидению высших сил, знаки судьбы. Здесь, правда, вас могла жизнь столкнуть или столкнет с таковым, который будет готов вам помогать. Помогать — это не значит совсем с вами соглашаться, но какая-то концепция помощи в ваш адрес, она определенно будет проявлена. У кого-то это будет через чиновника или составление важного документа, или пусть это будет по личной жизни конкретный человек, может быть, ваш близкий, ваш знакомый, или хороший друг, или любимый человек. Но есть тот, который вы как будто не одни. Поэтому в ближайшее время решить финансовый вопрос вы сумеете. Для кого-то эта карта будет означать получение как раз каких-то денег, которые, возможно, задерживались, или по какой-то причине не состоялось это получение. События ближайшего будущего. Вы не просто ресурсны, а вы более чем ресурсны, мои дорогие, кто смотрит мое видео. Две шестерки. И 6, если мы переложим на нумерологию, до 6. Это всегда описывает нашу активность. И где-то это очень символично, если мы берем китайскую философию и гексаграмму. 6 — это тоже вершина нашей активности. Иными словами, какой-то итог. Мы называем это в картах Таро победа. Так вот, у вас победа как карта победителя, так и буквально решение каких-то финансовых, денежных вопросов. Когда две победы у вас складываются, значит, вы что-то сумеете для себя, как или узкий пусть какой-то фарватер найти, или увидеть эти возможности. И не случайно первая карта была десятка пентаклей. Меня смотрят ресурсные люди. Скорее всего, немножко дополню сигнификацию. Меня смотрят те люди, которые либо работают сами на себя, либо умеют быстро сориентироваться в обстановке. Пусть даже вам очень внутренне тяжело. Пусть это вы как стресс какой-то пережили. И вот я это тоже могу допустить. Но собрать себя воедино или свои силы, может быть, как-то консолидировать или беспристрастно увидеть обстоятельства жизни вы умеете. И в этом ваша сильная позиция будет тоже дважды. И вот поверьте, вот эти качества на протяжении 20 лет, это я смело говорю, с учетом аркана звезда и где-то Плутона, который выпал в аркане 13-м, 3 смерть. Вот в этой трансформации вам это будет помогать на протяжении долгого периода жизни. Какие же события еще ближайшего будущего? Как две победы, это точно. И посмотрите новые начинания. Вы должны словно посадить вот это зернышко, туз пентаклей, который мы садим в землю, а в дальнейшем мы получим денежное дерево. Нам придется за ним заботливо ухаживать, наблюдать. Поэтому какая-то стратегия финансовая ваша будет совершенно новая, но у вас получится получить прекрасный итог или замечательные плоды, когда вы действительно вот этот аркан императрица воплотите в жизнь свою мечту. Мне нечего добавить. Вот в ближайшее будущее, если вы сейчас, ну, в каком-то внутреннем раздрае меня смотрите и не знаете, куда же я иду, или что будет в следующий момент, или вот уже было какое-то разрушение, разочарование, или сложились какие-то, ну, совершенно непредсказуемые ситуации в вашей жизни,
соберете вы себя воедино, и вы уже практически на пороге изменений. Вы сумеете пройти эту сложную трансформацию. В ближайшее время вам, как и высшие силы или конкретный человек помогает, и вы, тем не менее, очень быстро адаптируетесь. У вас уже победа практически в кармане. Но эта победа, она дается не для того, чтобы почивать на лаврах. Вам придется какой-то период времени тщательно контролировать все буквально. Не надеяться где-то на авось, не надеяться на его величество случай. Рост вашей популярности, может быть, заявить о себе в интернет. Или вам придется изменить свой имидж для кого-то, я тоже могу такое предположить. Уделить внимание, может быть, вашему здоровью даже, бодрости, потому что для вас будет важен внешний вид. Здесь такие глобальные перемены проходят. И, может быть, в конце 2025 года, если вы смотрите, именно когда выпускаю этот прогноз, расклад, это еще начало, у нас сейчас январь. Так вот, вы, оглянувшись в конце 2025 года, как будто на 12 месяцев назад, вы придете в удивление, насколько изменился я или изменилась я, и насколько изменилась моя жизнь. Вот такие грандиозные планы. Вот не случайно Плутон запускает этот механизм перемен. Или вот это колесо фортуны. Нам сначала кажется, что мы словно падаем, как по аркану башня. Но значит, уже это где-то колесо идет вот-вот на подъем. События отдаленного будущего. Что будет происходить в отдаленном будущем? Здесь может быть как последующие месяцы. Или мы не ставим тут конкретные даты по срокам, но в принципе где-то я предполагаю, может быть отрезок в год, хотя у кого-то это может проиграться значительно быстрее. Итак, события отдаленного будущего. Вы знаете, для вас будет несколько сложно, видимо, на протяжении этого периода с чем-то соглашаться. Вы можете испытывать очень сильные эмоции, потому что ваша концепция, как ваши принципы, например, или то, что в вашем понимании правильно, хорошо, порядочно или благородно, может не плясать никаким образом, допустим, с мнением тех людей, с которыми вас будет сталкивать судьба. Вам не раз, может быть, захочется, мои дорогие, пусть это в отдаленном будущем. Нам уже сказали об успехе, посмотрите, да? И следом на отдаленное будущее выпадает пятерка мечей, карта конфликта. Поэтому вот такие сильные эмоции, когда хочется настоять на своем. Хочется что-то сделать как раз по-своему. А обстановка нам говорит о том, что, может быть, мы можем поссориться даже с тем человеком, который нам помогал. Или о том, что нам придется где-то обойти недопонимание или не спровоцировать какой-то конфликт. Мы можем столкнуться с людьми сложными, и тем не менее, что нам скажут карты, давайте посмотрим. Пятерка мечей, всегда пирова победа, поэтому это победа, которая у вас уже практически на пороге, мои дорогие, это как перемены счастливые на пороге. Она не должна где-то вас расслабить, чтобы вы переступили тот порог, когда между которым вы способны договариваться и более гибкие. Или когда вот эта победа вас какие-то непримиримые стороны характера поднимает, когда нет, вот будет либо так, либо никак. Вот такого говорить в отдаленном будущем нам эта карта не советует. Вы можете действительно себе помешать. Давайте посмотрим события отдаленного будущего. Может быть, обстановка вокруг вас сложится такова, что вам придется сделать какой-то сложный выбор. Это двойка мечей так выглядит. И меча два, а должен остаться один. Я всегда говорю, туз мечей или один меч – это выход из лабиринта. А двойка – это куда я иду, направо, налево. Какой мне путь, какие предпочтения мне сейчас избрать. Сама по себе обстановка вокруг вас может быть тоже где-то непонятной. Перемены какие-то продолжатся. И вот по тем картам, первым, сигнификация, нам ведь тоже сказали, страшный суд выпадала карта. И я обрисовала, что да, вроде с одной стороны, работой у тебя все получится, но как будто следом идет еще какой-то поворот колеса вашей истории, который ведет как раз к позитивной перемене. Но
по 20-му старшему аркану страшный суд. Мы должны от чего-то отказаться. Не оглядывайся назад, говорит 20-й старший аркан. И это бывает сделать очень сложно. Но на кону новое качество жизни. Помним, императрица вам выпала. Вот 3 основные карты. Поэтому не создайте для себя, с одной стороны, каких-то иллюзий. Задача вот как у этой девушки, повязка на глазах, и вороны в этой колоде карт – это символ мудрости. Вороны пытаются помочь. Они пытаются стянуть эту повязку с глаз у девушки, у них ничего не получается. В итоге они путают ей волосы. И это вообще превращается в какой-то, помимо лабиринта, так еще и какая-то паутина мыслей. Здесь может быть как ненужная философия на мелком месте, с одной стороны. Или когда вам, к примеру, захочется с кем-то держать совет. И здесь тогда эти советы будут, совершенно ни разу не в тему. А есть только вы, мои дорогие. И именно вам нужно выбрать какую-то правильную дорогу, стратегию, тактику, или вам придется решить какой-то сложный вопрос. Энергии вокруг этого вопроса будут тоже непростые по 5 мечей. Это может быть спор, конфликт, и тем не менее нужно увидеть, какова реальность, и где-то не замечтаться, не повторить какую-то ошибку. Помним, 10 пентаклей, с этого начался наш расклад и сигнификация. Вы уже когда-то думали, что вы все контролируете, но врываются перемены, и все происходит каким-то непредсказуемым образом. Вот для вас будьте где-то лояльны и гибче. События отдаленного будущего. Какая-то может быть повешенная ситуация. С одной стороны, вам нельзя согласиться в отдаленном будущем на некоторые неопределенности. Правда. Сложный путь, 20-й старший аркан, мы с вами об этом говорили, страшный суд. И может быть, с учетом аркана повешенный, это своего рода состояние жертвы. Поэтому на скользкую ситуацию, на нарушение закона, или если это ситуация в отношениях с конкретным человеком, вы не можете согласиться на то, что будет вредить вам. Может быть, вам придется с кем-то договариваться и какими-то нетрадиционными способами принимать важные решения. Или договариваться с человеком, как-то тоже по-хитрому, я бы сказала, чтобы не навредить себе и чтобы не разрушились какие-то договоренности. Здесь вам придется делать то, чем вы, может быть, прежде не пользовались. Или использовать какие-то методы вами не отработанные до какого-то, не отшлифованные до какого-то профессионализма. Но главная задача – не оставить себя в этом подвешенном состоянии, не согласиться на роль жертвы, потому что правда какая-то история для вас может быть связана либо с конкретным человеком, либо, может быть, желанием, нежеланием конкретного человека. Но, тем не менее, может быть, еще и внешние события таковы, что вы не можете что-то сделать быстро, или человек не может. Поэтому договариваться или какой-то альтернативный метод придется использовать или искать выход из создавшегося положения. И если мы говорим по аркану повешенный, может быть, в отдаленном будущем период ожидания. Тогда нужно будет вам конкретно определить, пустые надежды означает это ожидание, или вы, к примеру, как регламент ждете определенного документа. Вот быть честным самим собой всегда стоит по аркану повешенной. События ближайшего будущего. 15-й старший аркан. Аркан дьявол. И это всегда очень сильное желание. Где-то это может свидетельствовать о страсти, желание быть с конкретным человеком, желание быть в определенной местности, желание поступить по-своему. Это карта материализма или удариться в материализм, а тут, может быть, надо будет переключиться на что-то другое. Будьте реалистами в отдаленном будущем. Здесь, правда, будет вам очень хотеться что-то сделать по-своему. Но помните, когда мы где-то настаиваем на своем или проявляем свои, может быть, чувства чересчур или свои какие-то методы, мы вот именно своим каким-то путем идем, не оцениваем правильно обстановку или возможности конкретного человека,
то вот эта игра, она может тоже перейти в опасность. Мы вовремя не увидим этих самых тонких перемен или каких-то важных предпосылок, когда нам нужно остановиться. Ну вот, возможно, вам самим где-то нужно будет остановиться, прежде чем принять какие-то важные принципы, постулаты или как я буду действовать, как вы будете действовать. События отдаленного будущего, я не могу сказать, что это очень будет просто. И вам нужно действовать по справедливости. Вот есть только один как будто выход, по закону, к примеру, да? Или держать внутренний баланс, чтобы не было, не соскользнуть в этот конфликт, или в какие-то дискуссии ненужные, которые могут осложнить отношения. Может быть, как раз вопросы оформления у кого-то могут пройти с учетом аркана справедливости, оформление в высоких инстанциях или оформление важных документов, бумаг, которые сопряжены именно с законом, который действует в определенной местности, там, где вы будете находиться. Здесь для вас, если вы поступаете по закону, то и закон работает в отношении вас как защита. И есть причинная следственная связь. Как аукнется, так и откликнется. Поэтому мы начали с вами с пятерки мечей. И я говорила, конфронтация, она вам не поможет. Она действительно не поможет. Потом может сложиться какая-то ситуация, когда вы с кем-то не договорились, или у вас какой-то спор перерос в конфликт, а то и в разрыв каких-то контактов или связей. И потом нам словно колесо фортуны или, считайте, колесо судьбы может повторить какой-то печальный опыт, когда нам и приходится обратиться снова к тому же человеку, и тогда нам это сделать значительно сложно. Или сложнее, по крайней мере. Как аукнется, так и откликнется. Поэтому, если вы сделали прежде что-то хорошо, то как высшие силы вам будут помогать. И если мы где-то, ну, неправильно поступили, наследили где-то, ошиблись, мои дорогие, может быть такая ситуация, что нам придется исправлять свои ошибки. С чем это может быть связано? События отдаленного будущего. А это вот как раз и может быть связано, обратите внимание, двойка мечей, я говорила, выход из лабиринта, два меча должен остаться один, вот он, туз мечей. Потому что мы что-то сделали неправильно, или мы не в правильной концепции оценили человека или свои собственные возможности. Может быть, мы что-то разрушили своим конфликтом, или мы думали, что мы идем по верному пути, мы пошли, допустим, направо, увы, а надо было идти налево. Ну, я уже так конкретизирую, чтобы быть правильно понятой. Вот этот выход из лабиринта, тогда нас словно судьба в отдаленном будущем может вернуть как бы назад, для того, чтобы повторить какую-то ситуацию, чтобы восстановить баланс, и в конечном итоге выход из лабиринта у вас должен быть найден. Да, вам тут действительно придется действовать осторожно, по закону, и где-то не настаивать на своем. Жизнь не бывает полностью предсказуема. Хорошо. Если мы делаем этот правильный вывод или выход мы видим правильно, правильные действия какие-то в отдаленном будущем предпринимаем, к чему же тогда приведут эти действия? Для кого-то это будет осуществление переезда точнее, или какой-то важной поездки, или сами по себе выводы. По восьмерке кубков мы ищем выход, и мы его находим. А для кого-то это будет именно связано с перемещениями, сменой места жительства. Может быть, изменениями по работе. Обратите внимание, девушка наша уходит вот от этой чаши, где был ее как будто очаг, огонь, то тепло, которое ей придавало силы какой-то предыдущий период времени. Но теперь наступает неизбежно какой-то совершенно новый путь. Но это путь уже к солнцу, мои дорогие, каким-то новым перспективам. Тут, правда, что-то будет складываться и с той ситуации, которую вы имеете на данный период времени. У кого-то это будут изменения по части личной жизни. Рыцарь чаш, хорошее настроение. Вы останетесь довольны. Вот, знаете, я бы сказала, в отдаленном будущем, если ваши действия, они приводят вас к такому состоянию души, когда вам становится легче, или вам просто становится на душе хорошо. Вот хорошо и все.
И это то состояние, когда вы не можете объяснить, почему хорошо, но вот как наше шестое чувство нам подсказывает, что да, вот в этом направлении есть что-то для вас доброе. Вот тогда это следует продолжать определенно точно. Вы знаете, вы можете, даже если у кого-то в отдаленном будущем сложится конфликт, причем действительно у кого-то может быть по пятерке мечей конфронтация жесткая, то здесь у вас получится примириться, договориться или проявить, может быть, эмпатию взаимную друг к другу, потому что какой-то человек вам словно по судьбе. В отдаленном будущем, правда, у кого-то это будет либо в личной жизни, в сфере работы у кого-то другого, какие-то партнерские отношения по бизнесу или по вашему личному делу, которые должны быть продолжены. Но, может быть, прежде вы были с чем-то не согласны, или вы намеревались как-то в большем объеме перевести ваши отношения во что-то более значимое. Ну, кто знает, может быть, человек не намеревался, а он до определенного себе этапа возможностей какие-то простроил. И вы этого могли не видеть, в последующем вы могли не соглашаться, поэтому как будто карты говорят, не ссорься с кем-то, потому что есть определенно человек, который вам по судьбе, смело скажу. И что тогда? Как продолжение? Вы знаете, вот тут самое главное по пятерке чаш нам говорят выплакать эмоции, негативные эмоции. Есть то, что не имеет уже значения. 3 чаши. Надеюсь, это видно. 3 чаши. Есть самое ценное, которое находится в вас самих, или пусть это будет как ваша ресурсность, мои дорогие. Но есть еще и какой-то отрицательно-печальный опыт, который просто нужно вылить в этот омут. Негативные эмоции. Не вспоминать друг другу былое или как ты поступил, или как ты поступила. Не напоминать о чем-то негативном для вас будет важно, как и буквально человеку не напоминать, даже если он был в чем-то или в каком-то контексте неправ, так и себе самому или самой не напоминать то, что вас когда-то прежде разрушало. Освободиться, по сути дела, от негативных эмоций, или нам карта говорит выплакать горе. И тогда вот эти эмоции, они как нахлынут на вас, так они, как волна морская, будет отлив. Вы навсегда забудете про то, что вас внутренне как бы разрушало или вам ставило какие-то преграды. Давайте мы теперь с вами узнаем, для чего же это было нужно или к чему все идет, что будет продолжено. И если мы с вами прошли уже первую стадию, где вы находитесь теперь, отдаленное будущее и ближайшее будущее, давайте мы посмотрим вот эти перемены, которые нам показывают карты. К чему это все идет? Что спешит, может быть, таким образом в вашу жизнь, вас сталкивая с какой-то трансформацией или временами жесткими переменами, я смело об этом говорю. Уж больно карты серьезные. Итак, к чему все это идет? Тройка мечей, я всегда называю это карта здорового равнодушия. Это когда мы в чем-то ставим точку. И в этой колоде карт нам очень красочно прорисовал художник 3 меча, воткнутые в землю. Теперь это не имеет значения. То, что нас прежде разрушало, теперь нам означает для нас, точнее, какой-то опыт. И вверху у нас 3 птицы, которые символизируют мудрость, как филин, ворон и сова. Мы должны с чем-то разобраться окончательно. Мудро увидеть, может быть, окинув взор назад, как мы поступали прежде. Если прежнее, прошлое, какой-то наш жизненный этап должно подойти к финалу, то оно так или иначе неизбежно к финалу подходит, сколько бы мы ни пытались это удерживать. Но мы эти ситуации должны оставить для себя самих, как прежний опыт. И это не значит, что мы заново переживаем или снова добавляем каких-то эмоций. Нет, мы оставляем холодно ситуацию для того, чтобы не повторить какую-то прежнюю ошибку. Вот, может быть, первая карта нам тут выпадала, десятка пентаклей. Опять же, говорит о том, что у нас было все подсчитано, рассчитано. Все было как благополучие. Мы оказались не готовы к тому, что в жизнь
она как раз и вносит постоянные коррективы в нашу реальность. Или то, что иногда состояние или обстоятельства извне некоторых событий могут кардинально нас словно либо разрушить, либо изменить ход нашего колеса истории. К чему же все идет в дальнейшем? Прекрасная карта, девятка пентаклей. Это карта самодостаточности, это сбора урожая, что у вас что-то будет продолжено в более чем хорошем контексте. И мы с вами так постепенно, с нашим колесом фортуны, приближаемся, я могу сказать, к окончанию года 2025, потому что 2025, безусловно, я рассматриваю, то тогда девятка пентаклей говорит о том, что мы отстроим свое благополучие. Еще это карта изобилия, процветания, карта спокойного течения жизни. Десятка пентаклей – богатство, и девятка пентаклей, когда мы можем себе позволить не суетиться уже. Можем где-то позволить и почивать на лаврах, но должны еще все контролировать. Поэтому, если финансовый вопрос какой-то стоит в контексте на начало года, совершенно иное качество у вас будет на конец 2025 года. Ресурсные люди всегда находят выход, бизнес всегда находит выход из любой патовой ситуации. Найдете вы какие-то возможности отстроить новые методы работы или новых партнеров найдете, или как-то по-новому будете свое творчество, как самовыражение, ну, в другом контексте. Так или иначе, новый путь, который для вас принесет за очень достаточно короткий период времени, все же год это не такой большой срок, но для вас это приносит совершенно иное качество жизни и одновременно делает вас невозмутимым, в некоторых вопросах очень хладнокровным человеком. Но именно этих, возможно, качеств, как по тройке мечей, карта здорового равнодушия, вот вам и не хватало прежде. Поэтому вы вовремя с чем-то и не сориентировались. И может быть вот эта карта колесница перемены или вот карта 13-го аркана смерть, вот эта трансформация, она была совершенно неизбежна, чтобы вы отстроили свое благополучие и счастье в качественно ином ключе. К чему все идет? Туз Пентаклей. Вы знаете, правда, ресурсные люди по тузу Пентаклей. Вот смотрите, очень символично. Ведь здесь вам тоже выпадал туз Пентаклей. И значит, вы будете развивать свое творчество, вы будете расширять свой бизнес. Какое-то новое денежное дерево буквально вы посадите. Для кого-то из вас, Его Величество, случай иногда тоже такое бывает. Или не случайная случайность. И я могу сказать, если в ближайшее будущее по тузу Пентаклей вам выпадает вот эта не случайная случайность, будет, значит, может быть, на протяжении нескольких недель последующих или ближайших месяцев, та ситуация, когда вам нужно не упустить какую-то возможность. Именно она складывает для вас какое-то доброе продолжение. И в конце года у вас тоже будет что-то, которое вам помогает. Может быть, это информация, и вы правильно ее оцените. Может быть, это приходит как с вашей какой-то победой по части вашего труда или вашей значимости, социальной значимости, вашей популярности. Может быть, будет оформлен какой-то важный документ, который в конечном итоге даст вам больше уверенности. Здесь у каждого по-своему. Но это правда может быть еще и с помощью, кстати, событий отдаленного будущего, с помощью конкретного человека. К чему все идет? Вот, две карты. И вот посмотрите, обычно я рассматриваю карты в прямом изображении. Но у вас день сурка, так как-то получилось, ну, наверное, так по судьбе было, действительно. Чтобы вот эта четверка мечей, по которой я всегда говорю, зверек изображен, день сурка. Остаться или вернуться, остаться вот среди этих льдов, холода и снега, или пойти вот спрятаться в эту норку, а у вас это в перевернутом значении, и это имеется в виду, день сурка должен подойти к концу. И королева Пентаклей – это та, которая из любого хаоса умеет восстановить порядок, благополучие построить с нуля, воссоздать, может быть, свою мечту в реальности или
свое творчество превратить в хороший способ заработка. Каково бы ни было направление, посмотрите, вокруг Пентаклей практически началось у нас с Пентаклей, и я могу смело сказать, что основная концепция, которой вы в 2025 году должны уделять внимание и время, это деньги, как ни странно, или какие-то, может быть, вопросы по части материализма, важных соглашений или важных документов. Это то, что присутствует в нашей конкретной жизни. Это не есть какие-то надежды или эфемерное наше восприятие, а может быть, или Его Величество случай, да, он будет. Но, видимо, случай приходит к тем людям, которые прочно стоят на земле или пытаются сами где-то противодействовать тем переменам, которые врываются буквально в вашу жизнь. Новая, может быть, концепция благополучия у кого-то в вас до конца года будет по части личной жизни. У кого-то смена статуса, правда, может быть. Королева Пентаклей и карта императрицы. Это где-то по Венере. Одни энергия. И поэтому у кого-то смена статуса через личную жизнь, как предложение, может быть, руки и сердца. Вы пока можете не видеть многих позиций в разных сферах вашей жизни, потому что вы пока, когда смотрите это видео, можете испытывать очень сильные, но такие негативные эмоции или находиться еще под влиянием стресса. Давайте мы с вами посмотрим знаки судьбы и переходим к колоде Ленорман, оракула. Какие же направления, как знаки судьбы? Чему нужно уделить внимание? Что нужно не прошляпить? Ну, может быть, и не сглупить где-то, и так тоже бывает. Что для вас будет означать как раз этим самым, может служить важным ориентиром. Ну вот смотрите, не быть в одиночестве, это точно. Один в поле не воин. Оставим эту карту. Для кого-то из вас эта карта будет говорить, правда, о смене места жительства. И то, что вам придется, может быть, отстраивать в новом месте, в новом, может быть, как в новой общности, с новым окружением свою жизнь. Для кого-то из вас вам будет очень важно иметь союзников, мои дорогие. И здесь будут как и переезды, и перемены, и личная жизнь, так и еще и важное сотрудничество, если мы говорим по работе. Пусть это будет один человек, но кто смотрит мое видео, в вашей жизни явно есть та персона, которая вам может помочь в некоторых ситуациях, или вам она дана по судьбе. И это не значит, что мы строим какие-то грандиозные планы, потому что у человека могут быть свои планы в отношении вас. Помните, будем реалистами все же. Но если отношения по судьбе, ведь это не значит, что обязательно под венец и так далее. Нет, это означает, что нам дается контакт с конкретным человеком для того, чтобы мы как взаимно друг друга обогащаем. Чем-то помогаете вы, может быть, своим оптимизмом или своим нестандартным мышлением. Для чего-то вы нужны этому человеку или важны. Но и человек точно так же важен вам. Помните, первая карта сама перевернулась. Значит, это как знак судьбы. Это нужно учесть. Еще знак судьбы. Обязательно не оглядываться назад. Вот здесь карта гроб. С одной стороны, это касается, бубны нам показаны, именно какой-то прежней ситуации по финансам, когда мы должны совершенно новую стратегию своего благополучия разработать. И если мы спросили, для чего все было нужно, да, так вот именно я говорила, к чему все идет, раскрывая эти карты. Так вот, совершенно к новому качеству жизни идет. Но для того, чтобы это произошло, словно прежняя какая-то история должна была завершиться. Поэтому и говорит нам 13-й старший аркан и аркан колесница: не оглядывайся назад. У тебя совершенно другое будущее практически на пороге. Поэтому не пытайтесь удержать то, что может быть вам дорого любимо, или как надежды на что-то. А эти надежды, может быть, длительный период, ни к чему не ведут. Будьте реалистом, правда. Перестраиваться где-то для вас будет очень важно. И если что-то не продвигается, ну, значит,
хоть бы мы и хотели очень, чтобы это осуществилось, но есть такой момент, что не судьба. Поэтому тому, что не судьба, то, что не служит вашему прогрессу, вдохновению, быстро адаптируйтесь к какой-то ситуации и оставляйте прошлое в прошлом. Это будет как подсказка. Вам, значит, в этом направлении идти не нужно. Вам нужно только в то, что будет надежно, то, что, я уже говорила, приносит радость в вашу душу, или когда вы чувствуете себя хорошо. И аркан дерева, безусловно, это сильная позиция по части дома или вашего местонахождения, или пусть мы это назовем как база материальная, потому что дерево символизирует часто, конечно, и наших близких, или пусть это наше дело, наш бизнес, или откуда к нам приходят деньги. Вот здесь что-то должно быть, может быть, как нам выпадает 2 пентакля, туза пентакля, я говорила, как семечко мы садим в землю, но потом мы получим денежное дерево. Мы получим таки это денежное дерево, которое корнями уходит надежно, глубоко в землю и нам придаст уверенности в последующий день. Но по аркану гроб это существует только одна какая-то или 2 возможности, которые могут даже приходить совершенно неожиданно, или не случайные случайности могут происходить как раз по тузу пентаклей, но именно они могут означать какое-то перспективное будущее. Поэтому не пытайтесь взять реванш в тех вопросах, которые у вас уже не сложились. Идем вперед все время. И что еще? Знаки судьбы, опять же, вот ваше дерево, посмотрите, или ваша концепция благополучия, она будет находиться между тем, что в прошлом не имеет значения, и тем, что в будущем как какое-то препятствие. Поэтому вам может судьба посылать такие знаки. Ты туда не ходи буквально, да? Или ты не развивай то, что уперлось в стену. Не стучи в эту стену в надежде увидеть там дверь, как замечательные слова, которые сказала Коко Шанель. Так и не пытайся к себе притянуть из прошлого то, что уже, в принципе, завершилось. Потому что вот где-то между какие-то есть ресурсы, на которые вы можете опереться. Но построить эту концепцию нужно совершенно по-другому. Знаки судьбы. Или давайте вот мы спросим, ближайший знак судьбы. От чего оттолкнуться? Может быть, сфера вашей жизни. А вот это сама судьба. Не дает нам карта какого-то четкого определения. И, наверное, каждого судьба, понятно, разная будет. И у каждого сейчас происходят свои какие-то события в жизни. Или каждый из нас в своих обстоятельствах. Но по кресту мы подводим итоги, правда. И поэтому, если характеризовала нам карта гроб, то, что есть то, что не может быть продолжено, то, видимо, в ближайшее время как раз нам нужно что-то завершить. Достану еще одну карту. На кону ваше солнце. Это карта радости, это карта счастья. Кстати, карта говорит, ближайшие полгода для вас будут очень активными, потому что в любой колоде Таро, ну где-то мы возьмем с вами и колоду Ленорман, я достану карту, и аркан звезда, я сказала, на 10, где-то 20 лет, как по Плутону, последующие перемены. И у вас выпадало 2 шестерки. И еще и выпадал плюс туз пентаклей, да, мы говорили, не случайная случайность или какая-то возможность. Так вот, для вас полгода будет характеризоваться как раз теми событиями, когда вам нужно будет уделить внимание своему продвижению. Или в первую очередь материализму в хорошем смысле, когда сейчас же не на что опереться, сейчас что-то трансформируется, но вам это нужно переложить на реальные рельсы и уделять этому внимание как минимум 6-8 месяцев, потому что это будут как знаки судьбы. То, что вы достигнете в эти 6 месяцев или полгода, для вас сложит какую-то длительную концепцию благополучия лет на 10-20. И вы не должны быть одни, помните об этом тоже. Личную жизнь мы со счетов тоже не сбрасываем. Есть, значит, какой-то человек, который вам словно по судьбе.
и какое-то сотрудничество, взаимодействие или личная жизнь должна быть продолжена. Перекладывайте на себя, мои дорогие, и будьте счастливы, будьте любимы всегда.